Всем привет! Привет, YouTube! Привет, мои дорогие зрители! Совсем недавно я рассказывал про одного из двух новых командиров, о Монтесуме первом. Пришло время рассказать и о втором, о Трояне. Ну что ж, Троян, поехали! Троян. Оптимус Прицепс. Доступен для королевств старше 300 дней. Это значит, что уже на третьем КВК мы вовсю будем наблюдать, как Троян рассекает на полях КВК. Троян будет доступен в рулетке, так что получить его сможет любой желающий, без особых напрягов. Нашего Трояна снабдили интересным набором веток талантов. И если гибкость полный шлак, то с лидерства и поддержки можно достать интересные таланты, которые могут зарешать в замесах, но об этом чуть позже. Кратенько пробежимся по навыкам нашего командира. Забегу немножечко вперед и скажу, что Троян меня впечатлил. Я прям всерьез задумался впихнуть его в свою пятерку пехоты. Но давайте сначала о навыках. Активный навык колонна Трояна. Наносит прямой урон цели с множителем в 3 сотни. Да, конечно, 3 сотни это мало, но этот командир немножечко не о нанесении тонны урона. Его применение будет слегка другим. На 3 секунды войска этого командира и союзные отряды поблизости получают прирост к урону от навыка плюс 25%, а также плюс 40 ярости на 3 секунды. А вот это уже реально круто. При игре в поле дать своим нюкерам по плюс 25% урона каждому навыку — это прям пушка-бомба. Это реально заставит ваши войска идти и разваливать оппонента. Правда, есть одно но. Как мы знаем, бафы сейчас работают коряво. И пока они не начнут работать корректно, все бафающие командиры — это шлак. Но я верю в разработчиков и уверен, что в ближайшее время все починят и все будет good у саппортов. Также мне немножечко непонятна приписка про получаемый урон на 25%. Кто его будет получать? Наши войска или войска оппонента? И почему про это не указано ниже в предпросмотре? Много вопросов, на которые пока нет ответа. Все покажут первые тесты. Но даже если мы будем получать этот урон, 3 секунды по 25% урона по нам против 125% урона по оппоненту, думаю, неплохой размен. Второй навык. Расширяя границы. Пассивный навык. Плюс 20% защиты и плюс 20% здоровья. Вот оно. То, что надо. Атаки и урона полно у каждого командира. А вот защитные статы на вес золота. 40% защитных статов — это то, что надо. То, что позволит вашей связке выживать в бою. И не быть унылой какашкой, которую сносят за пару нюков. Третий навык. Великие экспедиции. Пассивный навык. Плюс 10% к вместимости отряда. Вот это прям реально круто и хорошо. Вместимость войск — это всегда круто. Дальше у нас немножечко сложнее. При использовании 3 разных типов войск наносит дополнительно 3 сотни множителя урона после активного навыка, а также вешает дебаф на оппонента на получаемый урон в 20% на 3 секунды. Выглядит реально круто и здорово. Но скажите мне, пожалуйста, кто в поле выводит разные типы войск? Это жутко выглядит. Какие же тогда шмотки этому командиру одевать, чтобы подобрать статы под разный тип войск? Не, конечно, возможно, это new мета, которую рано или поздно захватит эту игру. Я думаю, мало кто еще тестил, как работает микс войск в поле. А может, круто. А может и шлак. Я думаю, это как минимум интересно. И может быть, сейчас мы войдем в мету лучников, а после лучников мы войдем в мету телег и использование разных типов войск. Вангую. Четвертый навык. Битва при тапы. Пассивный навык. 60% защиты, которые настакаются за 80 секунд. Серьезно? Да это вообще крутой командир. Командир, который реально сможет вывозить врагов в бою, имея такие показатели защиты. Ну блин, это реально круто. Нам это надо. Даешь больше защиты. Экспертиза. Увеличивает множитель урона с 300 до 4. Добавляет еще 5% к наносимому урону, а также еще плюс 10 ярости каждую секунду. Приятный баф для активного навыка, который позволит разогнать вашу пятерку. Опять же, если починят механику бафов. По навыкам пробежались.
Давайте поговорим о том, как и где можно использовать нашего командира. Сразу скажу, командир чистый полевик. Полевик, но с крутыми способами использования. Первый способ использования. Танк передней линии, за которым можно круто спрятать нюкера. Троян будет очень плотный командир разряда а-ля Мартел или Ричард. Тот самый командир, который не ляжет в первый фокус оппонента, потому что бить его долго. И всегда есть цели повкуснее. Так что смело ставим Трояна первым, а за его спину ставим нюкера вторым командиром. И без капли сомнения идем в гущу боя, зная, что ваш нюкер надежно защищен, и вы сможете нанести много урона за бой. Второй способ. Собрать вомба-комбо саппортов, которые будут бегать рядом с вашей четверкой и бафать их так, что враг будет в шоке разбегаться от вас. Давайте я покажу, как собрать ветку талантов, а потом покажу связки под мои задумки. Таланты я распределил следующим образом. Первый вариант для связок без использования лечения. И второй для связок с использованием лечения. Связки. Связки я разделил на две роли. Первая роль – Троян в качестве танка, а за его крепкими плечами любой дамагер. Вторая роль – жесткий саппортинг. Первая роль – Троян в качестве танка, а за ним лютый дамагер. Троян первым командиром плюс любой нюкер. Я играю пехотой, поэтому всегда стараюсь продумывать, куда я могу впихнуть пехотные войска. Так вот, для меня, как для пехотинца, под Трояна идеально заходит Харальд. Харальд имеет тонну урона, у Харальда много дамага, но нет выживаемости. Он слишком хрустальный. Вызываем Трояна, ребят. И плюс 100% защитных статов у нас в кармане. Никакие золотые шмотки не дадут вам столько защитных статов, сколько Троян, который настакался. Не играйте пехотой. Да хоть Цао-Цао вторым, да хоть Лисанге. Троян универсальный. Он дает любым войскам 100% защитных статов. А это, реально круто. Вторая роль. Хард саппорт. Троян плюс саппорт. Я взял Троян плюс Жанна. Идеально. Просто идеальная связка саппортов. Связка мечты. Выведет ваш урон и выживаемость вашей четверки на next level. 25% урона от навыка на 3 секунды. Позволит вашим нюкерам нанести тонны урона. Здоровье, защита или атака от Жанны, в зависимости от типа используемых войск, на 4 секунды также внесет кучу импакта в ваши связки. А самое прикольное, 7 секунд ваши отряды будут получать по 50 ярости. Это круто! А если учесть, что в среднем активный навык срабатывает каждые 10 секунд, то 7 из 10 секунд ваши войска будут накручивать ярость. За 7 ходов вы получите 350 ярости каждому отряду. Это очень много. Очень. Ваши отряды превратятся в пулеметы. И это будет реально круто. А то, что Троян еще и даст 100 защитных статов, позволит связке долго жить в бою. Круто. Ну и, как вы уже могли заметить, Троян — это чистый полевик. Никаких сборов, никаких гарнизонов, никакого ПВЕ. Только в поле и только в команду. Не соло, а в пятерку. Разрабы, пожалуйста, почините механику бафов своих отрядов. Потому что Троян — это реально крутой командир, которого я хочу в свою пятерку. У меня куча крутых идей, как он впишется ко мне. Троян — это тот самый командир, вокруг которого будут образовываться новые связки для поля. Он стратегически важный командир. Но с условием того, что бафы починят. Иначе это просто очередной сломанный и бесполезный командир. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.